Здравствуйте, друзья! Мы из Украины. Значит, у нас проблемы сейчас, понятно, всем сейчас свет часто выключают, но ищем разные источники, где добыть. Достал я свой источник, но, к сожалению, и так я думаю, что залил бензин. Он некачественный, и потому что уже заливал, менял масло, думал масло. В итоге залил тот же бензин и уже другое масло. Все равно после того, как я сделал один раз профилактику, перестал, значит, на холостом ходу, вернее на полном ходу, когда открыта полностью заслонка, у нас не держит обороты, глохнет со временем, как бы видно, жиклер забит. Вот в таком положении мы запускаем, в таком он еще работает, а вот полностью открытая заслонка не работает. Сейчас я буду его разбирать и будем смотреть, что там внутри. Значит, снимаем сначала бак, вернее раскручиваем его, расслабляем, полностью 4 болта. Потом эти два тоже откручиваем. Там у нас будет доступ к карбюратору, чтобы его открутить. Здесь у нас идут винты, не шпильки. С одной стороны хорошо, с другой стороны как бы хотелось бы, чтобы были шпильки, да, чтобы каждый раз в корпус там не вкручивать, не выкручивать. Легче поменять гаечки. Но эта система оправдана тем, что там внутри придется выворачивать немножко карбюратор для того, чтобы его освободить от тяги. Поэтому японцы правильно это сделали. Значит, расслабляю вот эти вот болты. И еще один здесь у нас. Сейчас бак сниму. И вот эти два винтика. Бак у меня полный, поэтому попытаюсь вместе с этой планкой. Значит, планка у нас снимается, когда краник открытый. Здесь можно вот видеть вырез такой. Но попробую уже так, не выливая бензин, снять. Эти гаечки, в смысле эти болтики у нас чуть короче, которые на планочке были, а на бак у нас чуть подлиннее резьба. Сейчас я ее подниму и немножко выверну сюда по часовой стрелке относительно, значит, краник, отстойника и краника одновременно. Значит, вот о чем я говорил. Там такой рычажок есть. Снимаем сначала пружиночку, а потом нужно будет немножечко повернуть карбюратор. И тогда мы освободимся от этой, чтобы всю планку не снимать, тягу. Все, здесь освободился от шланга, зажимчик отодвинул, немножко снял. Можно убирать бак в сторону, больше ничего его не держит. Значит, вот пружиночка. Я снимаю из этого. Одной рукой неудобно. Вот я ее снял. И теперь я выворачиваю немножко карбюратор и снимаю с этого рычага. Так выглядит у нас карбюратор. Сейчас я сниму отстойник полностью, внизу вот этот болтик раскручу. Посмотрю, что внутри. Тут будьте аккуратны. У нас тут прокладочки есть. Вот она, прокладочка. Снимать я не буду, она тут как немножко приклеена, как бы частично. Не приклеена, как бы с годами. Просто модель конкретно это 97-го года.
Езжу уже 25 лет этому генератору. Немножко ржавый, чуть-чуть. Значит, я уже, скажу вам, однажды делал, то есть думал, что бронепровод, пробовал его, здесь эпоксидный клей был залит полностью сюда. Значит, и проверил его, отличный провод шел, идет, короче, изначально. Там был так жестко заделан, еле расковырял все это дело. Значит, у некоторых вот эта штучка может полететь, это как раз если напряжение упало, вот это вот эта причина, вот это конденсатор такой. Ага, вот уже слетело, ну ничего, это можно все снять. Все, в общем, я знаю точно, что делаю в карбюраторе. Там грязи достаточно. Сильно не вижу, возможно, где-то эта грязь и попала. Надо будет почистить хорошо отстойничек и продуть жаклеры. Так, ну что, собрал все назад, не знаю, насколько я там продул. В общем, продул где только можно было. С закрытым, с открытым, попродувал тоже. Значит, из-за того, что собирается конденсат, значит, есть у нас подпружиненный такой болтик. Желательно его открутить, ну, если, например, на хранение, чтобы слить оттуда все, потому что вода, все-таки вижу, там коррозия начала есть, значит, водичка начала кушать немножко алюминий, поэтому желательно в конце там сезона или как в аварийной обстановке, в общем, желательно слить все, что там есть, вода, масло, чтобы не было коррозии вот этой вот металла. Здесь тоже ржавеет. Старая машина уже, конечно, 25 лет, как я уже говорил. Но попробуем сейчас ее запустить. Но главное, чтобы она в этом положении работала. Так, ну что, делаем пробный запуск тогда. Ваттная лампочка. Пока дымит, сейчас, думаю, выгорит масло, нагреется чуть-чуть. Вроде работает.
Вроде работает. Все. В нормальном состоянии работает. Перекрываю кран. И выгораем бензин из карбюратора. Все, краник закрыт, работает. Стоваттная галогенка.